Если и есть что-то, что всегда заставляет публику затаить дыхание, когда Ким Тэ-хён появляется на экране, так это его взгляд. В одно мгновение мир словно останавливается. Камера обожает его. Кажется, что сцена создана специально для него. И миллионы людей по всему миру чувствуют, будто он обращается непосредственно к ним. Однако за лицом, неоднократно признанным одним из самых красивых мужчин в мире, за дорогими костюмами и красными дорожками Парижа скрывается история, которую камера редко затрагивает. История о матери, красном пиджаке и тихой любви, которая воспитала деревенского парня в V из BTS. Ким Тэ-хён не родился в блестящем Сеуле или в элитной семье деятелей шоу-бизнеса. Он вырос в Тэгу и Геочхане регионах, известных своими открытыми полями и простыми ценностями. Жизнь там протекала неспешно, вдали от сурового и конкурентного мира к поп-индустрии. И именно там мать воспитывала сына так, как никогда не представляла, что однажды он достигнет вершины мира. Мать Тэ-хёна – фигура практически неизвестная публике. Нет интервью, нет внимания СМИ. Нет стремления появляться перед камерой. И все же, именно в этом отсутствии проявляется ее влияние. Тэ-хён неоднократно называл свою семью своими настоящими героями. Любой, кто знаком с жизненным путем Ви, знает, что его теплая, честная, чуткая и искренняя личность не появилась из ниоткуда. Есть одна история, ставшая легендарной среди Яры Амуай. Небольшая, но глубоко значимая история о красной куртке. Когда Тэ-хён был еще подростком и готовился уехать в Сеул на стажировку, его мать сделала нечто, что казалось простым, но на самом деле было монументальным. Несмотря на скромное финансовое положение семьи, она купила ему дорогую зимнюю куртку, ярко-красную. Куртку North Face не ради стиля, не для того, чтобы похвастаться, а как защиту. Она боялась, что на ее сына будут смотреть свысока. Боялась, что деревенский мальчик с региональным акцентом и в простой одежде будет чувствовать себя маленьким среди городских детей, родившихся в привилегированных условиях. Эта куртка была безмолвным посланием от матери. Ты заслуживаешь быть на равных с любым. Это было послание о достоинстве, самоуважении и смелости шагнуть в мир, который может быть недобрым. Для Тэ-хёна куртка никогда не была просто одеждой. Это был символ первой любви, научивший его тому, что внешний вид – это не роскошь, а уверенность в себе. Неудивительно, что по сей день отношения Тэ-хёна с модой глубоко эмоциональны. Он никогда не носит одежду просто для того, чтобы хорошо выглядеть. Он носит ее с историей, с характером, с душой. Но влияние матери на этом не закончилось. От нее Тэ-хён также научился видеть мир с мягким любопытством. Он вырос ребенком, который разговаривал с животными, наблюдал за полевыми цветами, смотрел на небо и впитывал мелкие детали, которые другие часто упускали из виду. Это не характер, сформированный индустрией. Это результат воспитания, которое оставило место для чувствительности. Когда Тэ-хён решил посвятить себя музыке, его мать не стала смеяться над его мечтой. Она не заставляла его быть реалистом таким образом, чтобы это ограничивало его возможности. Вместо этого она поддерживала его самым человечным образом. Она следила за тем, чтобы Тэ-хён носил тепло дома, куда бы он ни пошел, посылая еду, одежду и небольшие проявления заботы, напоминая ему, что как бы далеко он ни путешествовал, всегда есть куда вернуться. Есть также история о том, как родители Тэ-хёна поощряли его учиться играть на саксофоне, инструменте, непопулярном среди
подростков его возраста. Он стал для него воротами в мир искусства. Саксофон научил его дыханию, эмоциям и выразительности, 3 элементам, которые позже определили его вокальный стиль. За глубоким баритоном, известным сегодня во всем мире, стояла мать, которая верила, что искусство – это язык души. Личность, которую мы знаем сегодня, часто называемая странной, уникальной или не похожей на других, на самом деле является результатом матери, которая никогда не заставляла своего сына быть похожим на кого-либо другого. Его воспитывали так, чтобы он был самим собой. В мире к-поп, где часто требуется единообразие, именно эта подлинность делает Тэхёна таким ярким. Когда BTS начали свой путь к мировой славе, Тэхён никогда не становился неузнаваемым. Он оставался деревенским парнем с невинной улыбкой, громким смехом, бесстыдными слезами и искренним отношением к окружающим. Многие наблюдатели в индустрии описывают Ви как айдола с самой человечной душой, и не будет преувеличением сказать, что эта душа была унаследована от матери, которая учила сочувствию прежде, чем амбициям. Тэхёна часто можно увидеть, как он относится ко всем с одинаковым уважением, от персонала до фанатов, от мировых лидеров до бездомных животных на улице. Это не образ, созданный для камер. Это отражение семейных ценностей, которые научили его, что каждое живое существо имеет достоинство. Несмотря на напряженный график, масштабные концерты и глобальное давление, Тэхён известен как участник группы, глубоко скучающий по дому. Он часто говорит о своей семье с большой любовью. Когда он потерял любимую бабушку, мир увидел его уязвимость и то, как семья стала для него источником силы. Его мать тихо оставалась эмоциональной опорой, которая не позволяла ему погрузиться в одиночество, часто сопровождающее славу. Интересно, что даже став мировой иконой моды, амбассадором крупных модных домов и лицом, оцениваемым в миллионы долларов, его мать продолжает жить вдали от внимания общественности. Она не пытается нажиться на славе сына. Нет никаких историй о наслаждении популярностью. Этот выбор оставаться в тени лишь подчеркивает ее характер, любовь, которая не требует признания. Во многих корейских семьях мать является моральным центром семьи. В случае Тэхёна этот центр ощущается особенно сильным. Он вырос человеком, который никогда не терял своих корней. Даже когда мир тянул его в разные стороны, он по-прежнему говорит о полях, дожде, влажной земле и доме как об источниках вдохновения. Это следы эмоционального воспитания, полученного от деревенской матери, которая понимала, что истинная сила не всегда говорит громко. Когда Тэхён стоит на самых больших мировых сценах, в дорогих костюмах и в окружении вспышек камер, одно остается неизменным. За его улыбкой и взглядом скрывается мальчик, который когда-то носил красную куртку, купленную его матерью, и нервно шагающий навстречу неопределенному будущему. И, возможно, именно в этом и заключается магия Ви. Он никогда не забывал, кто он был до того, как мир узнал его имя. История Тэхёна и его матери – это не драматическая история, полная публичных конфликтов. Здесь нет разоблаченных скандалов или слез, привлекающих внимание СМИ. Ее сила заключается в ее тишине, в маленьких решениях, принятых с огромной любовью, в смелости матери сказать «иди». Мир ждет тебя, даже если ее сердце, возможно, хотело сказать иначе. В эпоху, когда знаменитости часто оценивают по цифрам и достижениям, эта история напоминает нам, что самый прочный
Фундамент для звезды часто закладывается далеко от сцены, на простой кухне, в открытом поле, в объятиях матери, которая верит в себя. Ким Тэ Хён – доказательство того, что слава не должна стирать человечность. Что истинное. Красота рождается не только из генов, но и из того, как человек воспитан. И что за человеком, любимым всем миром, почти всегда стоит мать, которая любила его первой, тихо и безоговорочно. Возможно, каждый раз, когда Ви смотрит в камеру глазами, в которых, кажется, заключена тысяча историй, мы видим не просто суперзвезду. Мы видим отражение материнской любви, любви, которая когда-то купила красную куртку с простой надеждой, что ее ребенок никогда не почувствует себя маленьким в этом мире. И на этом заканчивается трогательная история Ким Тэ Хёна из BTS и тихой любви матери, которая сформировала его как личность. За светом камер, грандиозными сценами и блеском мирового развлекательного мира всегда скрывается простая история о доме, о жертвах, которые ничего не требуют взамен, и о доверии, проявленном даже в неопределенном будущем. Эта история напоминает нам, что каждая великая легенда рождается на прочном фундаменте любви. И в Тэ Хёне эта любовь продолжает жить в каждой его улыбке, каждом взгляде и каждом шаге на мировой сцене. С годами, когда BTS стали заполнять стадионы, вместо маленьких репетиционных залов – жизнь Тэ Хёна изменилась так, как когда-то казалось невозможным. Аэропорты стали вторым домом. Гостиничные номера заменили детские спальни. А аплодисменты вытеснили тихие звуки природы, которые он когда-то знал. И все же, даже посреди глобального хаоса, что-то внутри него осталось нетронутым, ценности, заложенные его матерью задолго до прихода славы. Бывали моменты, когда истощение тяжело давило на его плечи. Бесконечные репетиции, бессонные ночи. Физическая боль и эмоциональное давление снова и снова испытывали его. Мир видел гламур, безупречные выступления, идеальную внешность. Но за кулисами Тэ Хён вел невидимую борьбу, которую понимали лишь самые близкие ему люди. В такие моменты он часто эмоционально возвращался в одно место, домой. Однажды он рассказал, как простые вещи приносили ему утешение: запах еды, напоминающий о маминой стряпне, звук дождя, отражающий воспоминания детства, ощущение травы под ногами. Это были не случайные предпочтения. Это были эмоциональные якоря. Напоминание о том, кем он был перед миллионами глаз, следивших за каждым его шагом. По мере того, как BTS получали международное признание, Тэ Хён оказывался в залах, полных мировых лидеров, артистов и гигантов индустрии. Он пожимал руки влиятельным людям, ходил по красным дорожкам рядом с мировыми знаменитостями и представлял Корею на мировой арене. И даже в эти выдающиеся моменты он никогда не проявлял высокомерия. Вместо этого он демонстрировал скромность, словно тихую визитную карточку. Качество, глубоко укоренившееся в его воспитании. Многие поклонники заметили эту мягкость в нем. То, как он низко кланяется сотрудникам. То, как он внимательно слушает, когда говорят другие. То, как он искренне благодарит людей, даже когда нет камер. Эти жесты могут показаться незначительными, но они раскрывают нечто гораздо большее: сердце, сформированное уважением задолго до того, как слава научила его улыбаться, находясь в центре внимания. Отношения Тэ Хёна с поклонниками также отражают это воспитание. Он не относится к ERMY как к цифрам или статистике. Он относится к ним как к людям. Когда он говорит
В его голосе слышится теплота. Когда он смотрит в толпу, в его глазах отражаются искренние эмоции. Многие поклонники описывают свои ощущения как личное восприятие. Словно его взгляд выходит за пределы сценического освещения и напрямую затрагивает их сердце. Эта способность к эмоциональной связи не приобретается за один день. Она приходит с годами обучения заботе, глубоким чувствам, сопереживанию миру. Его мать воспитывала его не для того, чтобы он стал знаменитым. Она воспитывала его добрым. И именно эта доброта в конечном итоге заставила мир полюбить его. Бывали также времена, когда Тэхён сталкивался с непониманием и критикой. Быть не похожим на других в индустрии, которая ценит конформизм, не всегда легко. Его артистическая индивидуальность, уникальное выражение и нетрадиционное поведение иногда неправильно истолковывались. Но вместо того, чтобы меняться, чтобы соответствовать ожиданиям, он оставался верен себе, решение, которое потребовало огромной внутренней силы. Эта сила пришла не от славы или успеха. Она пришла из детства, где ему позволяли быть самим собой, где любопытство не наказывалось, где творчество поощрялось, где эмоции не подавлялись. Это эмоциональная свобода стала основой его творчества. Когда Тэхён выступает, он не просто поет. Он рассказывает истории. Каждое движение, каждое выражение лица, каждая нота несут в себе чувства. Его выступления часто кажутся кинематографичными, словно он рисует эмоции в воздухе. И за этим мастерством стоит тихое влияние матери, которая когда-то верила, что искусство — это не роскошь, а язык души. Когда BTS вступили в последние годы своего мирового господства, Тэхён повзрослел не только как артист, но и как личность. Он стал более вдумчивым, более интроспективным. Он открыто говорил о росте, о боли, об исцелении. Он показал свою уязвимость в мире, который часто требует совершенства. И тем самым он дал миллионам людей разрешение принять свои собственные несовершенства. В том, как Тэхён справляется со славой, есть что-то глубоко человеческое. Он не гонится за вниманием. Он позволяет ему приходить естественным образом. Он не пытается доказать свою ценность. Он просто существует подлинно. И эта подлинность стала его величайшей силой. Даже сейчас, когда люксовые бренды соревнуются за то, чтобы одеть его, когда фотографы преследуют каждое его появление и когда заголовки воспевают его внешность и влияние, суть Тэхёна остается неизменной. Он по-прежнему находит радость в простых моментах. Он по-прежнему ценит тишину. Он по-прежнему дорожит природой. Он по-прежнему скучает по дому. Этот контраст между мировой славой и деревенскими корнями делает его историю такой захватывающей. Он напоминает нам, что величие не стирает простоту, что успех не требует потери себя, что можно стоять на самых больших мировых сценах, сохраняя при этом сердце мальчика из маленького городка. А где-то вдали от вспышек камер его мать продолжает жить тихо. Никаких интервью, никакой славы, никакого внимания публики. Просто женщина, которая когда-то пошла на небольшие жертвы, изменившие ход истории. Женщина, купившая красную куртку, не зная, что она станет символом, который запомнит миллионы. Возможно, она никогда не представляла, что ее сын однажды будет представлять Корею на международной арене.
Возможно, она никогда не ожидала, что его лицо появится на рекламных щитах по всему миру. Возможно, она всего лишь хотела чего-то гораздо более простого, чтобы ее ребенок не чувствовал себя маленьким, одиноким или недостойным. И в этом желании она преуспела безмерно. Потому что сегодня, когда Тэхён стоит перед всем миром, он не несет страха. Он несет уверенность, основанную на любви. Он несет достоинство, рожденное жертвенностью. Он несет силу, закаленную тихой поддержкой. Его история напоминает нам, что за каждой влиятельной фигурой часто скрывается невидимый герой. Тот, кто оставался в тени. Тот, кто выбрал любовь вместо признания. Тот, кто добился величия не славой, а терпением. В мире, одержимом быстрым успехом и мгновенной славой, путь Тэхёна учит нас чему-то вечному, что истинное влияние начинается дома. Что характер формируется задолго до того, как приходят аплодисменты. Что самый прочный фундамент — это не деньги или статус, а любовь. И поэтому, когда после концертов гаснет свет, когда толпы исчезают и, наконец, возвращается тишина, Тэхён идет не один. Он несет воспоминания. Он несет уроки. Он несет голос матери, которая когда-то без слов сказала ему, что он достаточно хорош. Возможно, именно поэтому его взгляд кажется другим. Почему в нем есть глубина? Почему он кажется искренним? Потому что за этими глазами живет история, написанная не славой, а семьей. Не сформированная трендами, а ценностями. Движимая не только амбициями, но и любовью. И в этом заключается тихая правда о Ким Тэхёне, не просто мировой суперзвезде. Не просто V из BTS, а сыне, который никогда не забывал, откуда он родом. Мальчике, который когда-то носил красную куртку, идущим в неопределенное будущее. Мужчине, который теперь уверенно входит в историю. И душе, которая продолжает нести домой, куда бы он ни пошел. Спасибо, что следите за новостями BTS вместе с нами.